Интересный процесс, когда все украинское поменялось на русское. Как вас это чувствовали? Был напряг? Никакого напряга не было, вообще никакого. Ну а документы, вы ведь уже имеете паспорта, да? Поменяли? То есть это нужно было идти, наверное, были очереди, нет? Да, у нас здесь принимали. Пока там очереди были, наверное, первые, кому нужно было необходимо. Может быть, и были очереди. А потом у нас в постовете, по кому ходит, тут несколько этих было. Но здесь основная прибыль это от туристов, так ведь? Почему? Ну, я А так- пенсии? У нас прекрасные пенсии, девчонки. О чем вы говорите? Это украинские остались пенсии или новые пришли? Почему? Новые в 3 раза у нас 3 раза увеличились больше, пенсии, да? конечно. И зима Если я уже... получала 1000, я сейчас получаю 8000 Мгм. рублями. Наверное, уже есть смысл даже в этом. Я получала 1000 гривен. 1049. А сейчас я получаю 8000 рублей. Ну цены ведь тоже так ощутительно выросли. Цены? Нет, ну на мясо, может быть, поднялись цены, но это пока на сезон, мне кажется. А так нет ничего. В принципе, не знаю, там вот говорят в Украине, ой, там Крым, бедствует, ничего подобного. Не, ну мы Вы так сами, ходим, наверное, были в туристов магазинах, смотрели. Ну, магазинах... Ну, магазинах... туристы, вы знаете, может быть, это гостиницы страдают, мы не страдаем от туристов. Потому что мы, в принципе, что там сдаем? По 2-3 коечки. Мы можем и без этого прожить. Это у вас внуки, а вот интересно, как будет именно в школах. То есть А школа? будут меняться, наверное, тоже как все А в школах я ничего не могу сказать, девочки. вам. Мои дети выросли, я ничего за школу не могу сказать. Они тоже здесь живут, да? В Симферополе, да. А перспективы в России, как вы видите разницу между тем, что было в Украине и что будет в России? Только позитивные или есть какие-то опасения, может быть? А какие опасения у нас могут быть? По поводу чего опасения? Ну, вообще по развитию Крыма, например. Ну, может, обещали, ну, может ведь быть такое, что сейчас, чтобы так показать, что вот, ощутите разницу. Но все-таки в России ведь тоже есть много городов, где... Ой, девчонки, вы знаете, я родилась в России, прожила там 20 лет. Потом я приехала в Украину, прожила здесь 30 лет. И разницы я не видела ни там, ни там. Ни что в Украине, что в России. В принципе, это было одинаково. А сейчас, ну как мы жили, так мы и живем раньше. Ничего не поменялось, только Ну почему валюта нет? Ну другая. как сказать вам? Ну, по крайней мере, слава богу, что не бомбят, как в Украине. И там вот говорили, ой, там вас посылали голосовать под не знаю что там говорили. Мне даже племянница с Германии звонила и говорила, ничего подобного. Все шли добровольно. Тут праздник был, он хоть у кого спросите. Все сами, даже бабушки уже У нас старенькие, вот, бежали да. бегом, чтобы проголосовать, Конечно. хотя к ним могли домой. Приехать. Да у меня у кумы бабушка лежала, она без конца, она парализованная, говорит, «Ой, когда ты придешь, скажи, когда они приедут, пойди ты, наверное, меня не записала. А как вообще эта мысль возникла вот насчет референдума? Ну, как это зарождалось и когда вот? Вы знаете, я политикой не увлекаюсь. То есть вы просто услышали новость, что вот от такого числа на такую-то территорию прийти и проголосовать, да? Ты что здесь проголосовать?